Когда все надоело, хочется взять только паспорт и уехать в страну снегов и волшебников, на далекий Тибет. Если он, конечно, тебя подпустит. Но есть место намного ближе, где живет магия тибетских храмов. И оно всегда доступно. Как туда попасть и что для этого нужно сделать? Смотри это видео до конца, и я тебе обо всем расскажу. Ты на канале «Выходные без границ», и с тобой Даша Ивановская. Республика Калмыкия – единственный в Европе регион традиционного распространения тибетской формы буддизма, и здесь находится самый большой в Европе буддийский храм – Золотая обитель Будды Шакьямуни, на земле в листе, освященный самим Далай-ламой, который выбрал этому храму имя. Только в Золотой обители есть 17 скульптурных изображений, единственных в мире, учителей философов буддизма университета Наланда. Университет находился именно в Индии. Индия – это и есть родина буддизма, где родился сам Будда. В тибетском буддизме есть очень красивая традиция. Называется она «Повесить флажки удачи». Можно их купить в храме абсолютно любому человеку. Здесь изображен вот такой вот конь. И исходя из того, что Калмыкия очень ветреная страна, эти флажки развиваются на ветру. И получается, что конь как будто бежит. И, соответственно, удача сопутствует человеку, который повесил этот флажок. Храм поражает своими размерами, особенно когда видишь его с высоты. Но и, как всегда, люди рядом с Денисом подглядывают за нашим коптером. Хурул состоит из 7 уровней. Нижняя библиотека и музей, второй – молельный зал с 9-метровой статуей Будды, выше – комнаты приема верующих монахами, врачами тибетской медицины и астрологами, четвертый – резиденция главы буддистов Калмыкии. В самом большом буддистском храме Европы, конечно же, самый большой Будда в Европе, высота его 9 метров. Снаружи мы видим, что он покрыт сусальным золотом, но внутри он тоже полон чудес. Там находится огромное количество благовоний, священных текстов. В руках Будда держит патру. Это такая чаша, наполненная различными продуктами, в данном случае фруктами. И таким образом Будда напоминает о давней традиции, в которой монахи не работают, и поэтому они вынуждены искать различные подаяния у простых жителей. Эта традиция сейчас сохранена на юге. В данный момент в нашей широте она не используется, хотя раньше здесь тоже следовали этой традиции. Фух, кажется, я все четко повторила за монахом, который рассказывал нам о храме. Так что же находится на его последних уровнях? Самый высокий – комната для медитации, доступная только духовным лицам. Перед ней хозяйственные помещения. А 5-й уровень – резиденция его святейшества Далай-ламы. Его полное монашеское одеяние было подарено храму. Я действительно считаю, что добросердечие, любовь, которой мы учимся у своей матери, мы должны сохранять эти качества до конца своей жизни. Тогда и тело ваше становится здоровым. Тибетцы верят, для развития души не нужно искать особое место и куда-то специально ехать. Просветление ближе к нам, чем собственная кожа. Буддисты приветливы к иноверцам. Прийти к ним на службу может любой, и монахи за него обязательно помолятся, потому что они молятся о всех живых существах. В центральном Хуруле ежедневно в 9 утра проводят молебны. Монахи читают тексты 100 богов рая, проводят обряды продления жизни, отворот плохих снов и просят даровать очищение всем людям, присутствующим на службе, которая ведется на тибетском языке. Молебен обладает большой силой влияния на жизнь человека. Когда ламы читают молитвы, буддистские божества незримо находятся рядом. Если я все же уболтала приехать тебя на калмыцкий Тибет, то сейчас запоминай, где рядом с храмом можно остановиться. Мы с командой сделали обзор на единственный в республике 4-звездочный отель Марко Поло. Он находится в листе, окруженный ветреными степями, которые, мне кажется, даже могут отдаленно напомнить север Тибетского Нагорья, он же мир молчания среди сухих лугов. Но Марко Поло хорош не только видами. Здесь центр светской жизни республики. Провести в этом отеле выходные будет очень комфортно. Он небольшой, а номера уютные. Иначе мы бы и не стали вам его рекомендовать.
Каждый этаж гостиницы – это еще и галерея. Просто посмотрите на эти потрясающие работы. Здесь проходит постоянная выставка художников Калмыкии. Картины даже можно купить. Цены разные – от 10 до 100 тысяч рублей. А в сувенирном магазинчике у ресепшн продаются совсем миниатюры. Так что ходить здесь по коридорам советую медленно, чтобы все хорошенько рассмотреть. Еще в Марко Поло мне очень понравился ресторан, особенно его зеленая веранда. Со всех сторон она прикрыта стеклом, чтобы местные ветра не беспокоили гостей. Классно, что отель окружен этими степями, они залиты солнцем. В общем, если вы хотите приехать в Элисту, чтобы увидеть самый большой в Европе буддийский храм, прикоснуться к тибетскому буддизму, остановиться при этом в Марко Поло, правда, будет отличным решением. Нам удалось протестить завтрак, который порадовал фруктами и национальным чаем. Ну и классным финалом отдыха станет местная баня с бассейном. Итак, давайте подрезюмируем, сколько же стоит здесь оказаться и как сюда попасть. Точка отсчета Москва. На машине до Элисты можно добраться за 16 часов. На самолете за 2 часа плюс еще 20 минут потратишь в такси от аэропорта до храма, от которого до Марко Поло, кстати, всего 10 минут пешком. Цена за самолет выйдет в 6 тысяч рублей, плюс такси, это еще 800 за обе стороны пути. Номер в Марко Поло можно купить уже за 4 500 с парным размещением и завтраком. Пару раз покушать в ресторане можно рублей за 600, так как средний чек за одно блюдо здесь 300 рублей. Привезти магнитик с храмом это еще 200, ну и затопить баню 1500. И самое крутое, что вход на территорию Шакьямуни бесплатный, хотя не забывайте про подаяние. Итого выйдет 13 300 за одну ночь и один день пребывания. На этом все. В следующем выпуске я расскажу тебе про волшебную русскую Боливию. Подписывайся на канал и не пропусти. Планируй свой крутой уикенд вместе с нами.